Взгляните в иллюминатор во время следующего полета. Прямо под вашим локтем, за листом алюминия толщиной с пару монет, плещутся десятки тонн керосина. Не где-то в глубине корпуса, не в бронированном отсеке под полом, в крыле, в той самой тонкой плоскости, которая дрожит в турбулентности и заметно гнется на взлете. А в паре метров от этого керосина висит двигатель, внутри которого бушует пламя температурой в 1500 градусов. Звучит как ошибка проектирования, как недосмотр, который рано или поздно должен закончиться бедой. Но вот что не укладывается в голове. Уберите топливо из крыльев, и самолет станет не безопаснее, а опаснее. Крыло станет слабее. А один бак, в котором топлива почти не было, однажды убил 230 человек. Сегодня вы узнаете, почему керосин в крыле – это не вынужденный компромисс, а одно из самых изящных решений в истории инженерии. Держитесь, некоторые повороты этой истории звучат как детектив. Чтобы понять, как топливо вообще оказалось в крыльях, придется вернуться на 100 лет назад, в эпоху, когда его возили буквально где придется. Первые аэропланы были собраны из деревянных реек и ткани, а их крыло было тоньше книжной обложки. Спрятать внутри него нельзя было даже фляжку. Поэтому бак вешали снаружи. Небольшую емкость крепили над головой летчика или прямо на мотор, и бензин стекал в двигатель самотеком под собственным весом. Пока полеты длились минуты, этого хватало. Но самолеты хотели летать дальше. Баки росли, и их начали втискивать туда, где было место, в корпус, вплотную к человеку. И вот к чему это привело. Май 1927 года, Нью-Йорк. Чарльз Линдберг готовится к первому в истории одиночному перелету через Атлантику. Его машина, дух Сент-Луиса, по сути летающая цистерна. Горючее заняло все свободное пространство. И главный бак конструкторы поставили прямо перед кабиной, между пилотом и мотором. Логика была жуткая, но честная. Если бак разместить за спиной, при жесткой посадке он по инерции пойдет вперед и раздавит человека, как пресс. Пусть лучше стоит спереди. Цена этого решения поражает. У самолета не было лобового стекла. Совсем. 33,5 часа над океаном Линдберг смотрел вбок, в боковые окна, а вперед глядел через перископ, устроенный по образцу подводной лодки. Вдумайтесь, самый знаменитый перелет 20 века совершил человек, который не видел, куда летит. Топливо 30 лет кочевало по самолету, и везде оно было обузой. Занимало место, мешало обзору, угрожало экипажу. Все изменилось в 30-е годы, когда авиация перешла на металл. Чтобы поднимать тяжелые моторы и десятки пассажиров, крыло пришлось сделать толстым и мощным, и внутри него впервые появилась пустота. Сначала туда вставляли мягкие резиновые мешки с горючим, что-то вроде камеры внутри велосипедной шины. Снаружи металл, внутри эластичная емкость. Работало, но мешки весили немало и съедали драгоценный объем. И тогда инженеры решились на дерзость – убрать мешок совсем. Швы и заклепки промазали герметиком, и сама силовая коробка крыла превратилась в бак. Такую схему называют мокрым крылом. Керосин плещется прямо между несущими балками, омывая конструкцию изнутри. Оцените масштаб, к которому это привело. Дальнемагистральный гигант принимает на борт больше 200 тонн керосина. Это вес 3 десятков грузовиков, и почти все это умещается в крыльях и небольшом центральном отсеке между ними. На дальнем рейсе топливо может составлять до 40% взлетного веса машины. По сути, взлетает летающая цистерна, к которой прикреплены пассажиры. И вот тут началось самое интересное. Выяснилось, что топливу в крыле не просто удобно, оно там необходимо. Но об этом чуть позже. Сначала ответим на вопрос, который наверняка уже крутится у вас в голове. Почему не корпус? Вот же огромная труба длиной в 500 метров. Казалось бы, ставь цистерны и лети. Но фюзеляж современного лайнера – это герметичная капсула под давлением. На высоте 10 тысяч метров за бортом дышать нечем, поэтому корпус накачивают воздухом, и каждый рейс он буквально надувается и сдувается, как огромный мяч. Любой лишний вырез, любой встроенный резервуар – это ослабление оболочки, которая держит давление тысячи рейсов подряд. Дырявить ее ради цистерн – худшая из идей. А еще корпус – это деньги. Каждый кубометр внутри капсулы продается. Кресла, багаж, грузовые контейнеры. Авиакомпания скорее откажется от чего угодно, только не от платного объема.
И, наконец, представьте цистерну с керосином под ногами пассажиров в момент аварийной посадки на брюхо. Именно нижней частью корпуса самолет скользит по полосе. Инженеры рассудили, как строители жилого дома. Вода в доме течет внутри стен, по трубам, а не стоит бочкой посреди гостиной. Так и керосин убрали из жилого пространства, в стены, то есть в крылья. Есть и более глубокая причина. Крыло – это то, что несет самолет. И груз разумно класть прямо на несущую конструкцию, а не подвешивать к ней издалека. Именно здесь начинается фокус, ради которого затевался весь этот рассказ. Сначала про равновесие. За один дальний рейс лайнер худеет на десятки тонн, топливо сгорает, и самолет в конце пути весит принципиально иначе, чем в начале. Теперь представьте, что все эти тонны лежали бы в носу или в хвосте. По мере расхода центр тяжести уползал бы вдоль машины, и пилотам пришлось бы час за часом пересиливать самолет, который упрямо тянет то опустить нос, то задрать его. Это как лодка. Если все пассажиры разом пересядут на корму, нос вылезет из воды, и лодка перестанет слушаться. Поэтому тяжелый груз кладут в середину, ближе к точке равновесия. Крылья крепятся как раз там, у центра тяжести, и топливо, сгорая, почти не нарушает баланс. Масштаб этого похудения легко недооценить. Большой лайнер на крейсерском режиме сжигает порядка 10 тонн керосина в час. Каждый час рейса самолет становится легче на вес городского автобуса. Внутри крыла керосин разделен по отсекам, и десятки насосов расходуют его в строгой очередности, ежесекундно следя, чтобы слева и справа оставалось поровну. Стоит одному крылу стать заметно тяжелее другого, и машину начнет вести в сторону, как магазинную тележку с заклинившим колесом. А автоматика будет тратить силы на постоянное выравнивание. Поэтому баланс держат не пилоты, а компьютер. Он гоняет топливо между отсеками всю дорогу, и вы этого даже не замечаете. Но есть самолет, который довел эту идею до совершенства и превратил топливо в орган управления. Конкорд. На скорости в 2 раза выше звуковой точка, в которой воздух подхватывает крыло, смещается назад почти на 2 метра. Таковы законы сверхзвука. Обычная машина парировала бы это рулями, но на сверхзвуке каждый отклоненный руль – это чудовищное сопротивление и перерасход горючего. Конструкторы «Конкорда» поступили гениально. При разгоне насосы перекачивали около 20 тонн керосина из носовых баков в хвостовой, и центр тяжести самолета переезжал назад вслед за центром подъемной силы. Никаких лишних движений рулями. Самолет балансировали собственным топливом, как канатоходец балансирует шестом. Керосин перестал быть пассажиром, он стал рулевым. Но настоящее чудо то, что топливо делает с прочностью самого крыла. И вот здесь интуиция ошибается сильнее всего. В полете крыло тянет вверх подъемная сила, и на этих двух плоскостях висит весь корпус весом сотни тонн. Место, где крыло стыкуется с фюзеляжем, испытывает колоссальное напряжение. Воздух выгибает конструкцию вверх, корпус давит вниз. Кстати, это выгибание вы можете увидеть своими глазами. У современных лайнеров концы крыльев в крейсерском полете поднимаются на несколько метров относительно положения на стоянке. Крыло не жесткая балка, оно пружинит, и так и задумано. Кажется очевидным, чтобы этой пружине было легче, ее надо максимально облегчить. А инженеры делают наоборот, заливают в нее тонны керосина. Безумие? Проведите опыт. Положите линейку на край стола так, чтобы половина свисала. Прижмите ее у края ладонью и щелкните по свободному концу снизу. Линейка подпрыгнет и задрожит. А теперь положите на свисающий конец стопку монет и щелкните снова. Линейка лишь глухо качнется. Монеты – это керосин. Вес топлива, распределенный по всей длине крыла, давит вниз ровно там, где воздух давит вверх. Две силы гасят друг друга, и стык крыла с корпусом вместо пытки получает отдых. Поэтому, кстати, существует строгий порядок расхода. Первым опустошают центральный бак, а крыльевые в последнюю очередь, чтобы разгружающий вес оставался в крыле как можно дольше. Насколько прочным получается такое крыло, показало легендарное испытание. 1995 год. Гигантский цех в городе Эверетт. Новенький Boeing 777 зажат в стенде, и домкраты медленно, миллиметр за миллиметром, выгибают его крылья вверх. По нормам конструкция обязана выдержать с 1,5 предельной нагрузки. В
в 1,5 раза больше того, что вообще возможно встретить в небе. Концы крыльев ушли вверх почти на 7 метров. Представьте, законцовки поднялись на высоту 3-го этажа. Треск, похожий на пушечный выстрел, раздался только на 154%. Инженеры в цехе зааплодировали. Но у крыла есть враг пострашнее простого изгиба. Он не давит, он раскачивает. И однажды он разорвал в воздухе совершенно новый самолет. 29 сентября 1959 года. Ночь. Техас. Турбовинтовой Lockheed Electra выполняет обычный рейс. Машине 9 дней. 9 дней с завода, свежайший лайнер, гордость американской авиации. На высоте самолет внезапно рассыпается в воздухе. Левое крыло находит более чем в 1,5 километрах от остальных обломков. Его оторвало целиком. 34 человека погибли. А через полгода вторая Электра. Тот же почерк. Крыло отделилось в полете. Отрасль охватила паника. Новейший самолет разваливается в небе, и никто не понимает почему. Расследование вскрыло явление, которое инженеры теперь произносят с уважением. Флаттер. Резонансная раскачка. Ослабленное крепление двигателя начинало вибрировать, вибрация попадала в такт собственным колебаниям крыла, и каждый новый толчок приходил вовремя, раскачивая конструкцию все сильнее, пока металл не сдавался. Вы наверняка слышали, что солдатам на мосту командуют идти не в ногу. Ровный строевой шаг может попасть в такт колебаниям моста и раскачать его до разрушения. С крылом Электры произошло ровно это, только вместо шагов были обороты двигателя. Причем здесь топливо? При том, что масса решает. Тонна керосина в крыле меняет его собственную частоту. Тяжелое крыло откликается на толчки медленно и неохотно, и раскачать его в такт становится на порядок труднее. Это как положить палец на гитарную струну. Струна та же, но звук глохнет мгновенно, потому что вы добавили массу и забрали энергию колебаний. А внутри баков стоят перегородки с небольшими отверстиями. При каждой встряске керосин медленно переливается из отсека в отсек и, как густое масло, съедает энергию удара. Топливо работает встроенным глушителем вибраций, просто потому, что оно там есть. Историю Электры, кстати, завершили достойно. Всем самолетам временно урезали скорость, производитель за свой счет усилил крепление двигателей и конструкцию крыла на каждой выпущенной машине. И доработанные Электры после этого безаварийно летали десятилетиями, а их военная версия патрулирует океаны до сих пор. Из катастрофы извлекли не виноватых, а знания. Остался вопрос, который вы, скорее всего, держите в голове с самого начала. Хорошо, прочность, баланс, вибрации, но это же горючее. Десятки тонн горючего в тонком крыле рядом с раскаленными двигателями. Как насчет пожара? Ответ авиации на этот вопрос стоил 230 жизней. Сначала правило, которое переворачивает интуицию. Горит не жидкость, горят пары, смешанные с воздухом. Жидкий керосин поджечь на удивление трудно. Пока он не испарился, гореть попросту нечему. В полном баке нет свободного места, а значит, почти нет ни паров, ни воздуха. Смертельно опасен другой бак, полупустой. Там над остатками жидкости висит невидимое облако, пары керосина, перемешанные с кислородом. Идеальная топка, которая ждет одну искру. 17 июля 1996 года. Boeing 747 рейс 800 компании Trans World Airlines вылетает из Нью-Йорка в Париж. Через 12 минут после взлета он исчезает с радаров. 230 человек. Выживших нет. Сотни свидетелей на побережье, и десятки из них говорят об одном и том же – восходящая полоса света в небе. Страна почти уверена – ракета, террористы. 4 года расследования – крупнейшая водолазная операция в истории таких катастроф. Со дна океана подняли более 95% машины и в ангаре собрали самолет заново. Кусок за куском, как гигантский пазл. И пазл дал ответ, в который отказывались верить. Не ракета, не бомба. Центральный топливный бак, тот, что в корпусе, между крыльями. На этом рейсе он был почти пуст. Под ним 2,5 часа работали блоки кондиционеров, разогревая пустой бак снизу, пары дошли до взрывоопасной температуры, а искра из поврежденной проводки сделала остальное. Почти пустой бак разорвал самолет пополам. Собранный из обломков корпус, кстати, не отправили на свалку.
Четверть века он простоял в специальном ангаре как учебное пособие, и на нем выучились сотни будущих следователей авиакатастроф со всего мира. Разобрали его только в 2021 году, когда урок был усвоен отраслью настолько, что железо стало не нужно. А теперь детали, ради которой мы рассказали эту историю. Крыльевые баки, полные керосина, не взорвались. И это не везение, а физика. Полный бак не оставляет места парам, а за бортом на высоте минус 50 и обшивка крыла остужает керосин в полете, глуша испарение. Холодное топливо почти не отдает паров. Самым безопасным местом на том самолете оказались именно крылья с топливом. Смертельным – полупустой бак в корпусе. Выводы отрасль внедряла мучительно долго. Следователи рекомендовали закачивать в баки азот еще в декабре 96-го. В среде без кислорода парам просто не с чем реагировать. Но обязательное правило появилось лишь в 2008 году, а последние лайнеры дооснастили к концу 2017-го. 21 год от рекомендации до полного внедрения. Сегодня, по мере расхода топлива, освобождающееся пространство баков заполняет азот, и облако паров больше не может вспыхнуть. Урок рейса 800 зашит в каждый современный самолет. У топливной системы в крыльях есть и еще одна страховка, о которой мало кто знает. Лайнер не умеет садиться таким же тяжелым, каким взлетел. Посадочный вес всегда меньше взлетного, иначе удар о полосу перегрузит и шасси, и то самое соединение крыла с корпусом. И если сразу после взлета случается нештатная ситуация и нужно срочно вернуться, экипаж дальнемагистральной машины включает слив. Специальные форсунки на крыльях за десятки минут выбрасывают лишние тонны керосина наружу, где он распыляется в мельчайшую взвесь и рассеивается, не долетая до земли. Звучит расточительно, но это осознанная плата за то, чтобы посадка осталась просто посадкой, а не испытанием конструкции на прочность. Теперь соберем картину целиком. Керосин в крыле – это не склад и не компромисс. Это 4 работы одновременно. Он груз, который лежит точно на несущей конструкции, не воруя ни метра у пассажиров. Он противовес, который разгружает крыло в полете, и понталли ему выдерживать в 1,5 раза больше любой мыслимой нагрузки. Он глушитель, который гасит вибрации и не дает резонансу разорвать конструкцию. И он рулевой, способный балансировать машину одним перетеканием из бака в бак. А самое контринтуитивное вы теперь знаете твердо. Полное крыло безопаснее пустого, и опасен не керосин, а его отсутствие. В следующий раз, когда сядете у иллюминатора и увидите, как крыло пружинит на разгоне, вспомните, внутри него прямо сейчас работает система, до которой человечество додумывалось 100 лет. Если такие разборы вам по душе, подпишитесь на канал. Впереди еще много вещей, которые устроены совсем не так, как кажется.